Друзья мои, сегодня я решил продолжить разбирать притчу о сеятеле. В прошлый раз я пропустил и не разобрал один пункт этой притчи. В том видео я сказал, что только часть притчи, что одни зерна упали на дороге и птицы склевали их, другие попали в каменистую почву, солнце пригрело и оно засохло, и только редкое зерно попадает в почву, благоприятную для роста, и дает урожай в 60 и 100 раз. Но в этой притче был еще один очень важный пункт, который я пропустил. Этот пункт о том, что часть зерен упала в почву, где произрастали тернии. Вот эти сорняки поднялись и заглушили молодые ростки. Весь мой канал, на самом деле, Антиэго, посвящен вот этим терниям. И, как мы уже говорили в прошлом видео, притча о сеятеле, она о том, что Бог пробивается в душу человека. И по разным причинам Божественный Дух не может к нам пробиться. Надо сказать более конкретно. Бог – это есть Дух, это истина, и Бог проявляется в 3 атрибутах. Это сад, вечность, чит, сознание и ананда. Это блаженство. Вот это 3 атрибута Бога. Бог в проявлении сознания – это и есть истина. Поэтому Христос говорил о себе: «Я есть путь, истина и жизнь». Примерно такие же слова в Бхагавад-гите аватар Кришна говорил Арджуне: «Я есть истина», потому что через аватаров высшая божественная сущность Брахман проявляется как сознание, через аватаров. Поэтому про истину нельзя говорить так, как говорят современные философы, или так, как говорил Понтий Пилат, что есть истина. Истина отвечает на вопрос не что, а кто. Истина – это Бог, проявляющийся через атрибут чит, сознание. Поэтому, если мы хотим познать истину, в нас должно состояться непосредственное переживание Бога в себе. В себе потому, что душа – это есть часть вездесущего, всепроникающего Бога в нашей телесной оболочке. Но на этом пути встречается целый набор препятствий. Влияние гун раджаса и тамаса мы уже разобрали в прошлом видео. А сейчас давайте перейдем к отрывку Евангелия. «Иное упало в терние, и выросла терния, и заглушила его». Евангелие от Матфея, 13 глава, 7 стих. Что подразумевал Иисус под терниями? Это гораздо более сложный вопрос, связанный с тем, как мы воспринимаем истину, Бога. И чтобы не мудрствовать лукаво, давайте прямо сейчас ответим сами себе на простой вопрос. Как я воспринимаю Бога? И воспринимаю ли я Бога вообще? Если мы честно ответим на этот вопрос, как это, например, делал Будда, то мы признаемся, что мы вообще не воспринимаем Бога. А что мы воспринимаем? Что самое большое, что мы способны воспринять, хотя многие даже этого не делают, это прочитать Библию, Евангелие, толкование. Но обратите внимание, это же не сам Бог. Любое, даже самое святое пророчество, самое святое Писание, это не сам Бог. Это произведенная человеческим умом редукция божественной истины
которая после этого еще раз редуцируется другим умом того, кто воспринимает истину. То есть мы видим сразу две редукции. Это очень важный момент. И поэтому нам нужно признать, что мы имеем дело не с истиной, а с мнением. Мы можем называть и считать это мнение правильным, истиной в последнем инстанции, но в любом случае мы должны признать, что мнение – это не сам Бог. А Бог, прошедший преломление в призме человеческого ума, вот что такое, с чем мы имеем дело. И если мы это поймем и признаем, только тогда у нас возникнет идея. А как же нам познать самого Бога, то есть саму истину, вот в его нередуцированном состоянии? И здесь я бы вспомнил текст из фильма «Тост», из фильма «Кавказская пленница». Птицы собрались лететь на юг. Одна маленькая, но очень гордая птичка сказала: «Я полечу к самому солнцу». Она взлетала все выше и выше, пока, наконец, лучи солнца не обожгли ей крылья, и она не упала вниз, в самое глубокое ущелье. Вот этот тост, этот анекдот, это проявление приниженного человеческого ума. На самом деле Бог как раз и ждет, чтобы люди отвлеклись от своих низменных интересов ума и тела и обратились к истине. Но на познание вот этой истины ортодоксия поставила большой и жирный крест, ограничив всякое дерзновение человека познать лично Бога правильными мнениями святых отцов. Ортодоксия, так и называется, правильное мнение. Поэтому все, кто искренне ищет самого Бога, из ортодоксии переходят в йогу. Чему нас учит йога? Первая сутра Патанджали начинается со слов «теперь». Поэтому можно приступать к йоге. Очень важные слова. Теперь. Когда теперь? Что значит поэтому? Йога есть единство индивидуальной души с ее источником, с Богом. Когда до человека доходит, о каком единстве с Богом и познании Бога может идти речь, если я воспринимаю не самого Бога, а разного рода мнения в виде редукции человеческих умов. И вот прежде чем у человека потребность появилась приступить к йоге, нужно, то есть, вот дорасти до этого понимания. Вот когда мы до этого дорастем, что мы воспринимаем редукцию, вот тогда поэтому вот эти слова «и теперь можно приступать к йоге». И вот во второй сутре Патанджали говорит, что йога есть подавление типовых проявлений сознания. Это тоже очень глубокая сутра, в которой нужно понимать, а что же такое типовые проявления сознания? Вот типовыми проявлениями сознания и как раз являются проявления ума, тела, жизни. И вот, казалось бы, ум. Что такое ум? Это функция души, которая обслуживает чувственные, телесные, жизненные, витальные процессы, происходящие с человеком в нашей проявленной жизни. Когда истина попадает в душу, то в какую часть души попадает истина? Человек, который привык мыслить только той частью души, которая называется ум, то
в этом случае истина попадает в ум. И ум истину трансформирует в мнение. Что такое мнение? Мы уже разобрали. Это трансформация истины в призме ума. И что же делать в этом случае? Ответ Патанджали дает во второй сутре. Йога есть подавление типовых проявлений сознания. То есть это как раз вот этих мнений. Вторая сутра Патанджали как раз и говорит о том, что всякого рода мнения, работа ума, чувственное переживание, потребности тела, воспоминания нужно подавить, приглушить, перестать их слышать, освободить душу от влияния ума. И вот это состояние в йоге называется самадхи. Об этом состоянии Кришна говорит Арджуне во 2 главе. Когда твое сознание пересечет обманчивый поток неведения, ты станешь равнодушен ко всем писаниям, которые ты слышал или услышишь. Когда твой ум, озадаченный ныне шрути, устойчиво погрузится в самадхи, тогда ты достигнешь йоги. В ответ на это Арджуна спрашивает Кришну, по каким признакам определить, что человек пребывает в самадхи, а ум его прочно утвердился в знании. Как тот, кто обладает мудростью, сидит, говорит или ходит. И Кришна дает ответ на этот вопрос, но это уже предмет не этого видео, это специальный разговор для тех, кто хочет начать практиковать йогу. То есть кто уже до этого созрел, для тех, кого не удовлетворяют человеческие мнения, а тех, кто хочет непосредственно соединиться с Богом.